Друзья, вчера побывал на открытии выставки персональной Бато Дука Ржапова в Москве, Красноказарменная улица, дом 3, галерея Альперт. Прекрасное пространство с такими каменными сводами. Я отчитаюсь перед вами, покажу и работы, и интервью, которые мне удалось записать с маэстро. Ну и, конечно, шаржи, которые он рисовал на открытии. Ну там, что было прикольно у бабушки, там свое хозяйство, маленькие ягнята в доме также живут, они едят сено, там сено такими пучками висит за загородкой. И когда ягнята они хрустят, там сразу хочется кто-то так же кушать, это же сено хочется съесть. Там такой хруст идет, там такие обалденные. Ну, бабушкам, дедушкам же делать нечего, зимой, солнце, там, они собирают, рубятся в карты, там, ну, на спичках, там, курят, там, махорку, все это в дыму, солнце, там, лучи, обалдеть, конечно, настолько прекрасно. Ну, пока я такой работу я не написал, но есть эскизы, все равно это в голове сидит, когда вот в детстве это все видишь. Ну, это была такая прививка, что я мог уже там учиться в МСХ, потом в Москву меня отослали. Обычно... Одного отослали? Ну, конечно, ну, обычно маленькие дети, они скучают там по дому, да, мне уже все по барабану. Ничего, вас прям самолетом переправили? Не, с отцом приехал. Все нормально, адаптация, реабилитация. Скажи про МСХ, понравился МСХ? Ну, МСХ это... Альма-матер. Да, Альма-матер. Напротив Третьяковки, на Лаврушинском переулке. Пятиэтажное здание, 4-й этаж интернат. Ну, нас говорили, так, вот приют. Ну, то есть, ну, нам это было по барабану, что многие, конечно, обижают, да, ну, приют, там, все с живых семей же приехали, не с детдомов там. Потом все разъезжались на каникулы. Ну, естественно, там 60 человек жили на этом этаже. А вас никто не забирал на каникулы? Не, я улетал там, по самолетам один. Давали там, годовалого там девушку, там, чтобы я там тоже сопровождал, передал. Там. А вам сколько было? Ну, 12 лет. Ну вот, видите, какой вы крутой, уже 12 лет летали. Не все ездят на самолете летали. Ну, тогда можно было, Советский Союз. Тут персональный самолет. Бизнес-джет. А любовь к импрессионизму с чего началась? Да. Ну, вначале учился. А вот недавно смотрел фильм, вот вчера, про Бэнкси, через открытую дверь, там как-то что-то не понял. Про Терри. Там был фотограф, который снимал всех граффити, ну, тайно. Старый фильм, и постепенно он мечтал встретиться с Бэнкси, и в итоге он с ним столкнулся случайно. И все время в этом фильме идет сопровождение фраз Бэнкси там, про этого фотографа, типа, такие острые замечания. Ну, короче, этот фотограф тоже решил, как Бэнкси, сделал такую же выставку в Лос-Анджелесе. Ну, естественно, нигде не учился. То есть, и то, что он снимал фильм, это он просто снимал и все. Снимал плохо, да. Вот этот фотограф, да, он почти как Бэнкси, то есть также начал все это, он же везде, он же всех снимал, и он такой опыт приобрел, и также начал работать на стенах, бегал, там, расклеил плакаты, там, вот эти формулы. А Бэнкси говорит про него, что вот человек все работы как бы, ну, копировал, да? Вот. И в итоге, то есть, эти работы теряют смысл. А у фотографа вообще все потеряло смысл. То есть, ну, он рассказывал про то, что фотограф сразу перескочил в учебу, то есть он был никто и сразу стал там типа Бэнкси. То есть пропустил все стадии. То есть, вот, тоже уникальный случай. Ну, короче, я проскочил этот этап. Там же никто не нужен. Вот там, ну, когда ты учишься, ты же не думаешь, что я там буду абстракционистом. Тут надо вначале учиться, да, а там он основном начинает
приходить, да. А чтобы там мечтать о сталантин, то нереально. Вы с Я трудом так- учились в Суриковском. В Суриковском? Да моментально? Да. По максимуму? Моментально. 800 рублей никто не хочет. Все, стартуем. 800 рублей. Сколько? Продано. Полторы тысячи. Хороший вкус. Его можно развить, воспитать. Можно, нужно как можно больше смотреть. Нужна насмотренность музеев, книг. Лучше всего в библиотеках видеть, так как ты приходишь в библиотеку, и ты вынужден всю книгу посмотреть. А когда приходишь на выставку персональную, то ты можешь разочароваться, потому что очень много ненужного выставляется. А в книгах можно каждую деталь рассмотреть, чего не может быть в натуре. То, что работа может высоко висеть, плохо освещена, а в книгах отличное освещение, и это набирается. Ну, чем больше хороших вещей, да, и так и возникает вкус. Там хорошая музыка, шедевры, прекрасные друзья. Как определить, это картина дилетанта или профессионала? Ну, мимо картины дилетанта ты не можешь спокойно пройти. Вот этим отличается. Она чем-то раздражает. А профессионал ты проходишь спокойно мимо, потому что неинтересно почему-то. Все понятно. Да, там скучно, а тут неинтересно. Бывает, что не получается, и ты записываешь работу, поверх пишешь какую-то другую. Ну, это обычно в начале. У меня любая работа, в ней в начале этой работы погибает сразу 2-3 сюжета. Потому что идет поиск. И если ты чем-то недоволен, то все стирается мгновенно. И вот это уничтожение того, что ты сделал, да, это есть дверь в новое. То есть это как птица Феникс возрождается. Вот так же ты восстаешь из пепла, и ты находишь новые пути. А вот так вот, чтобы придумать и говорить, что это новое, там, да, там, я вот сейчас нашел новый ход. В этому нельзя верить, потому что люди чувствуют ложь. Есть разница для тебя, когда ты пишешь на заказ и по своей воле? Заказы не люблю. Ну, был один пример. Человек заказал солнечную работу, я нарисовал зеленое дерево, сквозь него солнце просвечивает. Нотариус говорит, который заказал, а я думал, оранжевая работа будет, а у меня зеленая, то есть в корне другая. Заказы могут быть там в дизайне, да, там, в архитектуре. Защищается проект, подпись, да, и человек может выполнять и потом судиться со строителем, да, почему так не сделано, да, а с художником так и не получится. Бывает, да, на художника, да, это нарисует там дерево, там нарисует там зонтик, там барышню еще, уже просто чисто уже идет салон. Это, конечно, унижает вообще художника. То есть заказ это унижение вообще искусства. Но есть в противовес этому монументальное искусство, где заказчик унижает монументалиста просто с первых шагов до последних. То есть это... Даже если ты расписываешь храм? Там чуть по-другому, то есть там помягче, да, светские объекты этим славятся. Поэтому заказы не люблю в корне. И основание заказов, оно такое для искусства, очень так унизительно. На самом деле, все строилось, конечно, на заказах, в средневековье, жил этим. Это мне в противовес. Но для меня это унижение. Поэтому я пытаюсь просто уже не брать. Есть работы, которые ты не продаешь? Есть родственники, близкие, автопортреты. В юности я себя рисовал. Когда посмотришь, сразу прячешь. А так, почему бы не продать эту вещь? Просто цену ставишь подороже, компромиссную. Часто спрашивают, подстраиваться под падающий рынок, художники, или держать сцены? Был такой случай, был такой сайт «Шара Крест».
там не выше 7 тысяч рублей, что ли, там работа или 5. То есть, так как вот был огромный спад рынка, и все туда ринулись, в итоге рейтинги этих художников упали, то есть, до плинтуса. Ну, так вынуждал сайт. Я туда, конечно, не пошел. Ну, кто-то, если хочет выжить, да, он начинает подстраиваться, да, это дело только хуже. Современные художники очень дорогие, они вот еще дороже делают. И улетает вещь, и он может там 2 года спокойно что-то делать. Если художник понижает цену, да, тогда инвестиционный интерес пропадает. Цена же может падать все время. Как можно вкладывать, если она падает? Расскажи о ритме в живописи, может, например. Как вот в стихотворении, да, он же одинаковые, забыл. Рифма, да, рифма, то, ну, повторение, то есть диагонали, то есть сложно ответить, потому что, ну, нет ответа в голове почему-то. Это ответ, кстати. А я ищу, она... Может быть, они не нужны? То есть я туда ткнулся, на ту галактику отправился, бесполезно. То есть там волновая система. Да? А ритм? Ритм это есть волна, да? Или нет? И бровки подрисуем. Не надо ничего, все.
На фотографии совсем иначе.
Склад какой-то, ну, ну, середина, да. Спасаем. Да, конечно.
вообще реально как студия какой-то, да, классно? Так, сейчас, полагаю, с друзьями Мы уже, да, уже убегаем. Спасибо большое. нас сожрет на дельта. Так, стоять. Молодец, Ромка.